Merhabalar. Şimdi size Kıbrıs tatlısı yapacağız. Bunun için, hamuru için 4 yumurta. Для теста мне понадобится 4 яйца, 1 bardak şeker, 1 стакан сахара, 1 bardak sıvı yağ, 1 стакан растительного 1 масла, bardak galeta unu, 1 стакан панировочных сухарей, 1 bardak Hindistan cevizi, 1 стакан кокосовой стружки, yarımdan fazla veya bir nasıl isterseniz ceviz veya fındık. 1 стакан или чуть меньше, как вам нравится, грецкий орех перемолотый. Vanilin, kabartma tozu. 5 грамм ванилина и 10 грамм разрыхлителя. Şerbeti için Нам понадобится также приготовить щербет. 2 bardak şeker, 2 стакана сахара, 2 bardak su. 2 стакана воды. Bunu kaynatacağız. Это будем kипятить. Kreması için de Также крем, 5 bardak süt, 5 стаканов молока, yarım bardak şeker, полстакана сахара, yarım bardak un, полстакана yarım муки nişasta, и полстакана крахмала. 1 krem şanti. И также готовый крем шанти. Tamam. Şimdi Etimizi koyuyoruz. Kaynasın ki soğusun. В самом начале я готовлю щербет, сироп, для того, чтобы он приготовился и успел остыть. Поставили на огонь, пускай растворяется сахар. Şimdi kekini yapıyoruz. 4 tane yumurtayı kırıyoruz. Сейчас будем готовить бисквит. 4 яйца выбиваем. 1 bardak şeker. 1 стакан сахара добавляем. Çırpıyoruz. Yumurtamız kabardı. Яйца взбили. Sıvı yağ. Galeta unu. Панировочные сухари. Добавляю постепенно, размешивая. Vanilin kabartması tozunu da koyuyoruz. Ванильный сахар и разрыхлитель. Вместе с панировочными сухарями. Hindistan cevizi. Кокосовая стружка. Ceviz. Грецкий орех. Он у нас перемолот. Видите, в такую мелкую крошку. Şerbetimiz kaynadı. Щербет уже закипел. Kapatıyoruz. Выключаю, Soğuyacak. чтобы остывало все. Беру форму, смазала ее Evet, сливочным hamurumuz маслом oldu. Boşaltıyoruz. и выливаю сейчас тесто. Духовка уже включена. Сейчас отправим в духовку. Evet. Kekimizi koyuyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece, 175-180. Herkes kendi fırınına göre onu ayarlar. 175-180 градусов. Разогретая духовка. Отправляем наш пирог. Şimdi kremasını yapacağız. Onun için 5 bardak süt. Наливаю в кастрюлю 5 стаканов молока. Bir bardak şeker. 1 стакан сахара. Un ve nişasta. Крахмал вместе с мукой.
Крем нужно хорошо размешивать, чтобы не было комков и не отходить. Постоянно вот так вот помешивать. И завариваем до густоты. Крем готов. Видите, какой густой. Pişti, oldu. Şimdi soğuyacak. Soğuyunca krem şanti ile çırpacağız. Ha, krem şantiniz yok olmayabilir. Normal istediğiniz bir kremayı da yapabilirsiniz. İlla ki böyle olacak değil. Kendi kremanızı da yapabilirsiniz üstüne. Сейчас подождем, пока этот крем остынет, и добавим сюда еще крем шанти и будем взбивать миксером. Если нету крема шанти, можно в принципе оставить так, или же добавить холодные сливки взбитые и соединить с этим кремом. Также хорошенько взбить. Sade bu kremanın içine 100 gram piştikten sonra şimdi ocağı kapatıyoruz. 100 gram yağ koyup миксерle iyice çırpıp onu da koyabilirler. Или же, тоже если не добавляете крем шанти, можно добавить сюда 100 грамм сливочного масла. Все хорошенько взбить. И будет тоже очень вкусный крем. Kekimiz pişti. Все Alıyoruz. готово. Достаем. Такой запах, если бы вы только могли это почувствовать. Невероятно, очень вкусно, необычно пахнет. Непростым таким кексом, это точно. Вкуснота. Şimdi üzerine Сейчас, şerbetini dökeceğiz. и сейчас сверху поливаем остывшим şerbetim. O yani sıcak değil mi? Hayır, şerbet soğuk. Угу. Şerbet наш уже остывший. Форма где-то 35 сантиметров, 40 даже может быть. То есть вот так будет лучше. Наша немножко маловато, поэтому я вам говорю размер, который по идее должен быть идеальный. И выливаем весь щербет, он все впитается. И естественно же этот десерт на завтра будет еще вкуснее. Поэтому, если есть такая возможность, потерпите до завтра. Готовьте на ночь, а утром будет готово. Но я сомневаюсь, что мы дотерпим. Это точно. Дотерпеть бы до вечера хотя бы. Итак, крем уже остыл. Вот он, когда остывший, он такой получается, поэтому не переживайте, так и надо. Сейчас будем добавлять сюда шанти и взбивать миксером. Şantimizi karıştırıyoruz. Угу. Если нет шанти, можете добавить сливки или, как уже говорили, в горячий добавляйте 100 грамм где-то сливочного масла и хорошенько все взбивайте. Тогда он будет тоже не такой, вот прям, не такими хлопьями, а будет более такой, который нам надо. Mikserle çırpıyoruz. Tatlımız soğudu. Şimdi üstünün kremasını yapıyoruz. Итак, все остыло уже. И сейчас вот так вот аккуратно выкладываю крем. Evet. Evet, şimdi kremamızı sürdük. Üzerine Hindistan cevizi ekiyoruz. Вот так хорошо смазали кремом и сейчас добавляем кокосовую стружку. И главное дождаться, пока где-то хотя бы пару часов, чтобы прошло. Вот посмотрите, попробуйте, например, приготовив, а потом на следующий день он будет намного вкуснее. Bir gün dinlendikten sonra servis yapacağız.
спустя один день Бучок Комик Биргельма. Veya soğuyunca. Я говорю, это очень смешно. Один день кто-то будет терпеть, это невозможно. Afiyet olsun. Eline sağlık. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir şey oldu. Tamam. Bekliyoruz. В общем, ждем. Soğuyacak, servise hazır. Evet. Nerede? Kestik. Порезали. Десерт. Окей. Вау. И вот какой десерт получился. Посмотрите, какой он сочный. Очень интересно красивый цвет. И прям вау. Вкусно-вкусно пахнет. Ну и естественно, что сам по себе он невероятно вкусный. Поэтому призываю вас обязательно приготовить к выходным и порадовать себя и своих любимых. Не пожалеете. На этом я заканчиваю. Приятного аппетита. И будьте счастливы и здоровы. Пока-пока.